Россия, 1812 год. Наполеон вторгается к своему бывшему союзнику с самой большой армией, которую когда-либо видела Европа. Но для французского императора решающий удар остается удручающе недосягаемым. Русское сопротивление не похоже ни на что, с чем он когда-нибудь сталкивался. И с приближением зимы его армия начинает самое бесславное отступление в истории. Сентябрь 1812 года. Прошло 10 недель с тех пор, как Наполеон вторгся в Россию с более чем полумиллионным войском. Французский император хотел быстрой победы над русскими, которая заставила бы императора Александра заключить мир и согласиться на французские условия. Но под Витебском, а затем и под Смоленском, уступающая численно русская армия едва избежала своего уничтожения. Важнейший город Смоленск был практически разрушен. Наполеон продвинулся вглубь России, и после нескольких месяцев марша его армия была истощена, поражена болезнями и усталостью. К концу лета у него осталась лишь половина от тех сил, с которыми он вторгся в Россию. Но в конце концов, в 112 километрах к западу от Москвы, возле деревни Бородино, русские решили дать бой. У Наполеона появился шанс одержать решающую победу, которая, по его мнению, положила бы конец войне. Армия под командованием 67-летнего одноглазого генерала-ветерана Кутузова заняла оборонительную позицию поперек двух главных дорог, ведущих из Смоленска в Москву. Первая армия генерала Барклая де Толли находилась на правом фланге. С фронта ее защищала река Колочь с крутыми берегами, но мелководная и легко переходимая вброд. Вторая армия князя Багратиона находилась на левом, более открытом фланге, но усиленным крупным земляным валом, большим редутом и тем, что французы прозвали за форму флешами. Ожидалось, что еще один передовой редут в Шевардино задержит продвижение противника. Историки до сих пор спорят о численности русской армии, но вполне вероятно, что у Кутузова было около 121 тысячи человек и 680 орудий под Бородино. 5 сентября с запада начала прибывать армия Наполеона. Около 130 тысяч человек и 585 орудий. Наполеон сразу понял, что Шевардинский редут должен быть захвачен прежде, чем он развернет свою армию, и приказал немедленно атаковать его. Атаку возглавила 5-я дивизия 1-го корпуса при поддержке 5-го польского корпуса с юга. За несколько часов тяжелых боев редут не раз переходил из рук в руки. Но поздно вечером русские наконец отступили к своим основным позициям, и редут пал перед французами. Его захват стоил им приблизительно 4000 жизней, в то время как русские потеряли около 6000 человек. Наполеон заметил, как мало пленных было захвачено. Тревожный признак непоколебимой решимости и стойкости врага. Весь следующий день обе стороны готовились к сражению. Маршал Даву, командовавший французским первым корпусом и считавшийся наиболее способным полководцем Наполеона, обратился к императору с просьбой использовать его корпус для широкого наступления с фланга на юг. Но Наполеон отверг эту идею как слишком рискованную и вместо этого начал готовиться к масштабному лобовому удару по русским укреплениям.
Вскоре после рассвета, 7 сентября, православные священники пронесли перед русской армией одну из самых святых икон России – Смоленскую икону Божьей Матери. Это был трепетный момент для многих набожных русских солдат, тысячи из которых не доживут до сумерек. Сражение началось в 6 утра, когда французские батареи открыли оглушительную канонаду по русским укреплениям. 4-й корпус Эжена атаковал деревню Бородино, слабо защищенную егерями русской императорской гвардии. Очистив деревню, его пехота переправилась через Колочь и двинулась к Большому редуту, но была отброшена назад, понеся большие потери. Русские сожгли мост через реку, но контратаковать не стали. И Эжен смог перенести пушки в деревню, чтобы нанести фланговый удар по Большому редуту. В центре 1-й корпус Даву начал наступление на Флеше, подвергаясь сильному огню. На правом фланге польский 5-й корпус, которому было приказано взять Утицы, застрял в лесах и оврагах. Их медленное продвижение позволило 3-му корпусу Тучкова направить дивизию на север для усиления обороны Флешей. Кутузов в своем штабе в Горках принимал мало участия в сражении, оставляя тактические решения своим подчиненным. Барклай и Багратион большую часть лета яростно спорили о стратегии, но в час нужды отбросили разногласия. Они видели, что главная французская атака обрушилась на русский центр и левый фланг. Поэтому Барклай приказал 2-му корпусу генерала Багавута отправиться на юг, чтобы помочь Багратиону. Бои вокруг Флешей начали усиливаться, так как французы захватили один из земляных валов, но были быстро отброшены русской контратакой. Сам Даву был ранен в бою при падении с раненой лошади, но он отказался покинуть поле боя. Когда русская кавалерия контратаковала, маршал Мюрат лично повел французскую кавалерию им навстречу. 3-й корпус Нея присоединился к атаке на Флеше. Атака русских кирасиров вынудила Мюрата укрыться в каре вюртембергской пехоты. Мюрат с его пышной одеждой и безрассудной храбростью даже сделал себе имя среди русских. В частности, казаки видели в нем родственную душу и стремились захватить его живым. На юге польская пехота заняла Утицы, однако русские подожгли ее перед отступлением. Но подкрепление генерала Багавута прибыло как раз вовремя, чтобы поддержать русский фланг. Около 10 часов утра Эжен предпринял еще одну атаку на Большой редут. Он был ненадолго захвачен 1-й дивизией Марана, прежде чем его люди были отброшены свирепой русской контратакой. 27-летний командующий артиллерией русской армии генерал Кутайсов был убит во время одной из таких контратак. Героическая смерть, но ощутимый удар по боевому духу солдат русской артиллерии. Бои вокруг земляных Флешей становились все ожесточеннее. Некоторые насчитали целых 6 крупных французских атак, в которых участвовало 45 тысяч солдат, причем сотни пушек с обеих сторон поливали огнем плотные строевые ряды. Не раз французская пехота пробивалась на одну из русских позиций, но ее снова вытесняли назад штыковыми контратаками. Вестфальский корпус Жуно был послан вперед в качестве поддержки, помогая очистить леса от русских стрелков на юге. Генерал Багратион был так близок к боевым действиям на Флешах, что самолично вел вперед подкрепления и отдавал приказы о контратаках. Около 10 утра осколок ядра раздробил генералу ногу. Смертельно раненый, он был унесен с поля боя.
Потрясенные потерей своего легендарного командира, измученные русские пехотинцы начали отступать, и французы, наконец, взяли Флеша. Затем маршал Мюрат повел вперед дивизию Фриана, последний резерв первого корпуса, при поддержке тяжелой кавалерии на обоих флангах. Русские гренадеры сформировали каре, чтобы отразить натиск французских кирасир, в то время как их собственная гвардейская кавалерия сражалась с французами в гигантской беспорядочной рукопашной схватке с тяжелыми потерями с обеих сторон. Русские упорно сопротивлялись, но объединенный натиск французской артиллерии, кавалерии и пехоты оказался непреодолимым. Когда русские отступили, пехота Фриана пробилась в деревню Семеновскую. Русский центр пришел в смятение и, казалось, был близок к краху. Теперь Наполеону настало время нанести решающий удар. Большую часть дня Наполеон оставался в своем штабе близ Шевардино. Позднее окружающие говорили, что болезнь и напряженная работа во время долгого похода сделали его усталым и раздражительным. Когда русский центр сдался, Мюрат и его штаб пытались убедить Наполеона послать вперед свой последний резерв – императорскую гвардию. Император отказался со словами: «И если завтра будет еще одно сражение, то где же будет моя армия?» Но он сделал одно исключение. Барклай продолжал перебрасывать войска со своего незанятого правого фланга на поддержку центра. Когда 4-й корпус Остермана Толстого подошел к русскому центру, французские части опасались, что он готовится к атаке. Поэтому Наполеон приказал выдвинуть вперед гвардейскую артиллерию генерала Сорбье. Его батареи открыли сокрушительный огонь по врагу, но даже понеся многочисленные потери, русская пехота сохранила свои позиции. На русском правом фланге все оставалось спокойно, поэтому генерал Платов, командующий донскими казаками, предложил возглавить наступление на слабозащищенную деревню Бородино. Получив разрешение, генералы Платов и Уваров повели отряд из 8000 казаков и кавалерии через реку Колыч. Они обрушились на французские и итальянские войска с полной неожиданностью для последних, сея панику и беспорядок в их рядах. 3-му кавалерийскому корпусу Груши пришлось отойти назад через реку, чтобы оттеснить русских. Русские командующие расценили эту атаку за упущенную возможность. Но это задержало следующую французскую атаку на 2 часа и, возможно, убедило Наполеона, что он был прав, сдерживая свои резервы. Около 3 часов дня французы начали свою самую крупную атаку на Большой Редут. Русские артиллеристы сфокусировали огонь по наступающей французской пехоте, что позволило французской кавалерии обойти редут с фланга и атаковать их с тыла. Саксонская кавалерия ворвалась первой, перебив русскую пехоту и артиллеристов практически до последнего человека. Это был удивительный подвиг всадников вопреки всем правилам войны и свидетельство жестокости сражения. Когда пехота Эжена укрепила свои позиции на редуте, тот приказал выдвинуть вперед всю имеющуюся кавалерию, чтобы использовать такой успех. Но их встретили и остановили последние резервы русской кавалерии. Теперь Эжен умолял Наполеона ввести императорскую гвардию. Но император снова отказался. «Я не уничтожу свою гвардию», — сказал он своему штабу. «Я нахожусь в 4000 километров от Франции и не буду рисковать своим последним резервом». К 5 часам вечера обе армии были в состоянии полного изнеможения.
Поле боя было усеяно убитыми и ранеными. Некоторые пехотные батальоны могли собрать лишь треть своих изначальных сил. Кавалерия двигалась не быстрее, чем рысью. Орудийные расчеты валились с ног от бессилия. С приближением сумерек на поле боя медленно затихали выстрелы. Наполеон и французская армия ожидали возобновления битвы на следующий день. Но к рассвету Кутузов, узнав полный, ужасающий масштаб русских потерь, отдал приказ об отступлении. Потери с обеих сторон были огромны. Потери русских оцениваются в 44 тысячи человек. Потери французов – около 30 тысяч человек, в том числе 49 генералов, 12 из них убиты. Бородино окажется самым кровавым днем наполеоновских войн. Русская армия не могла дать еще одно сражение без серьезных подкреплений. Тогда Кутузов решил, что он должен сдать Москву. 15 сентября, через неделю после Бородинской битвы, Наполеон входит в Москву. Он найдет ее практически безлюдной, пустой, и огонь уже начал распространяться. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.